Если каждое утро ваши колени и спина напоминают о себе неприятным, изнуряющим скрипом, если каждый шаг отдается тупой, ноющей болью, а обычная лестница в подъезде превратилась в ежедневную пытку, которую приходится, стиснув зубы, преодолевать, остановитесь и досмотрите это видео до самого конца, потому что сегодня я, Наталья Иванова, собираюсь поделиться с вами не просто советом. Я отдам вам в руки рецепт, который десятилетиями поднимал людей на ноги. Старинный немецкий рецепт растирания, который я буквально откопала в старых записях. Он до нелепости простой. Его компоненты стоят сущие гроши в любой аптеке, а согревающий, живительный эффект можно ощутить уже после самого первого применения. Можете прямо сейчас мысленно попрощаться с дорогими разрекламированными мазями из аптеки. Они вам больше не понадобятся. Многие думают, что боль в суставах – это просто дискомфорт, мелкая неприятность. Но мы-то с вами знаем правду, не так ли? Это не мелочь. Это яд, который медленно, капля за каплей, отравляет всю вашу жизнь. Он забирает у вас самое ценное – свободу движения, радость от простой прогулки в парке, возможность без боли поднять на руки внука, спокойно поработать на даче, не боясь, что вечером вы не сможете разогнуться. Это унизительное чувство, когда вынужден просить о помощи в том, что еще вчера делал сам. И что вы делаете? Идете в аптеку и оставляете там тысячи. Покупаете таблетки, которые калечат желудок. Мажетесь гелями, дающими лишь короткую иллюзорную передышку, а через час боль возвращается и порой становится еще сильнее. Это замкнутый круг, бесконечный марафон от одной дозы обезболивающего к другой. Но вы когда-нибудь останавливались, чтобы задать себе главный вопрос? Почему так происходит? Почему эти дорогие современные средства не лечат? Скажу вам то, о чем фармацевты предпочитают молчать. Большинство из них создано не для того, чтобы вылечить вас. Они созданы, чтобы вы покупали их снова и снова. Они просто блокируют болевой сигнал, обманывая мозг. Но причина, корень проблемы никуда не девается. Воспаление остается, кровообращение в больном суставе нарушено, хрящ не получает питания, он буквально голодает, сохнет и разрушается. И пока вы глушите боль химией, сустав медленно умирает. А ведь секрет настоящего исцеления, который знали еще наши деды, не в том, чтобы обманывать организм, а в том, чтобы помогать ему. Нужно сделать всего две вещи – разогнать кровь в больном месте, чтобы туда хлынули питательные вещества, и снять воспаление, являющееся источником боли. Нужно накормить сустав. И вот здесь старые, проверенные десятилетиями народные методы оказываются в 100 раз эффективнее любой новомодной химии, потому что работают с причиной, а не со следствием. И рецепт, который я сегодня покажу, лучшее тому доказательство. Я наткнулась на него, изучая записи одного старого немецкого врача, практиковавшего еще в середине прошлого века. Немцы народ особый, славятся педантичностью, практичностью и невероятной скрупулезностью. В их методах нет ничего лишнего, никакой мишуры, никакой экзотики, только то, что железобетонно работает. Этот рецепт – квинтэссенция такого подхода. Для него понадобится всего 3 простейших компонента, которые, уверенно, найдутся у многих дома или стоят копейки в ближайшей аптеке. Приготовьтесь записывать. А лучше смотрите внимательно, я покажу весь процесс от и до. Итак, компонент номер 1. Основа нашего эликсира – камфорный спирт. Обычный аптечный камфорный спирт. Его цена приятно удивит. Камфора – наш главный боец с болью и воспалением. Она обладает мощным местным раздражающим и анальгезирующим действием. Проще говоря, заставляет кровь приливать к больному месту и одновременно притупляет болевые рецепторы. Нужно ровно 50 мл. Компонент номер 2 – сердце смеси, ее огненный мотор, обычная сухая горчица в порошке. Да, та самая, из которой делают русскую горчицу, но нам нужен именно порошок. Горчица – гениальный природный целитель. Ее жгучие вещества вызывают мощное расширение капилляров. Кровь начинает циркулировать в несколько раз быстрее, буквально промывая сустав, унося продукты распада и доставляя кислород и питание. Это наш транспортер, который разгонит кровь и заставит ее работать на исцеление. Понадобятся 2 полные столовые ложки без горки. И, наконец, компонент номер 3 – наш проводник и усилитель. Обычный медицинский спирт – 70%. Не водка, не самогон, а именно медицинский спирт. Почему это важно? Во-первых,
Спирт – идеальный растворитель, который поможет вытянуть из горчицы и камфоры все полезные вещества. Во-вторых, он обладает высокой проникающей способностью. Это тот самый паровоз, который протащит целебные компоненты смеси глубоко в ткани, прямо к очагу боли. Его тоже понадобится 50 мл. 3 простых ингредиента – камфорный спирт, горчичный порошок и медицинский спирт. Ничего сложного. Никаких редких трав, которые нужно искать днем с огнем. Все доступно, все понятно. Но сила, скрытая в их правильном соединении, способна творить поразительные результаты. Сейчас покажу, как корректно разбудить эту силу. Будьте предельно внимательны, дьявол, как говорится, в деталях. Нельзя просто смешать все в кучу и ждать чуда, нужно соблюсти правильную последовательность. Это как код от сейфа, где хранятся ваши здоровые суставы. Сначала понадобится небольшая стеклянная баночка объемом 150-200 мл. Обязательно с плотно закручивающейся крышкой. Почему стекло? Стекло – материал химически нейтральный. Не вступит в реакцию с активными компонентами и не отравит смесь, в отличие от пластика. Убедитесь, что банка идеально чистая и, что еще важнее, абсолютно сухая. Даже одна капля воды может нарушить процесс. Шаг 1. Высыпьте в банку ровно 2 столовые ложки горчичного порошка. Не торопитесь. Посмотрите, как этот золотистый ароматный порошок ложится на дно. Именно в нем скрыта та самая природная сила, которая будет пробуждать суставы к жизни. Шаг 2. Тонкой струйкой аккуратно влейте камфорный спирт прямо на горчицу. Увидите, как порошок начнет жадно впитывать жидкость, немного шипеть, темнеть. Это нормально, процесс пошел. 2 компонента начинают взаимодействовать, создавая основу будущего средства. Шаг 3. Возьмите чистую неметаллическую ложку, деревянную или пластиковую, и начинайте. Тщательно, без спешки, перемешивать содержимое. Наша задача – добиться консистенции густой однородной кашицы, вроде сметаны, чтобы не осталось ни одного сухого комочка. Каждый кристаллик горчицы должен раствориться и отдать свою силу камфоре. Вы почувствуете резкий, но приятный лечебный запах, аромат будущего облегчения. Шаг 4. Когда добились идеальной однородности, наступает черед нашего проводника медицинского спирта. Также медленно и аккуратно вливаем 50 мл в банку. Смесь сразу станет более жидкой, это то, что нужно. Снова берем ложку и еще раз все тщательно перемешиваем. Теперь смесь похожа на жидкий соус или кефир, она должна легко течь. И вот самый главный, секретный шаг, о нем редко пишут. Готовую смесь нельзя использовать сразу, это ошибка. Она еще не созрела, сила спит. Ее нужно пробудить. Для этого плотно, герметично закрутите крышку и поставьте банку в темное прохладное место. Не в холодильник, просто в кухонный шкаф, подальше от света и тепла, на сутки. Некоторые старые лекари настаивают даже на 3 днях, но суток, как показывает практика, достаточно. За это время все компоненты вступят в окончательную реакцию, подружатся друг с другом. Настойка наберет максимальную силу, превратится из набора ингредиентов в настоящий целебный эликсир. Итак, настойка отправилась созревать. А пока она набирается мощи, расскажу, как именно ее применять, чтобы получить не просто облегчение, а максимально быстрый и долгосрочный эффект. Есть тонкости, незнание которых может свести пользу на нет. Как правильно наносить, сколько держать, нужно ли укутывать и что сделать, чтобы боль не вернулась. Ответы на эти вопросы решат, получите ли вы кратковременное тепло или настоящее глубокое исцеление. И именно об этом сейчас поговорим. Прошли сутки, настойка созрела в темноте, набралась силы и готова к бою с вашей болью. Откройте банку, почувствуете мощный концентрированный аромат. Это запах работающего средства. А теперь главное – как извлечь максимум пользы. Слушайте внимательно. От правильного применения зависит 90% успеха. Запомните раз и навсегда – лучшее время для процедуры вечер, прямо перед сном. Почему? Ночью организм переключается в режим восстановления. Мышцы расслабляются, суставы отдыхают, и все силы направляются на ремонт. Наша задача – помочь, дав ему мощный инструмент. Возьмите небольшое количество настойки на кончики пальцев. Не нужно лить ее на себя стаканами, важна не толщина слоя, а сам факт равномерного контакта с кожей. Наносите на больной сустав колено, плечо, локоть или поясницу. Первая критическая ошибка у многих – начинать яростно тереть,
Будто так эффект будет сильнее. Делать этого категорически нельзя. Движения должны быть легкими, щадящими, круговыми, массажными. Цель не втереть, а равномерно распределить жидкость по поверхности кожи над проблемной зоной. Вы не должны причинять себе дополнительную боль, процесс должен быть комфортным. Через минуту ощутите, как по коже разливается приятное, глубокое, обволакивающее тепло. Не жжение, не пожар, а мягкое, живительное тепло. Это значит, что кровь пошла, капилляры расширились и процесс исцеления запущен. Как только нанесли настойку, переходим ко второму обязательному шагу, создаем эффект компресса. Найдите старый шерстяной платок или шарф, может быть, остался кусок старого свитера. Важно, чтобы это была натуральная шерсть. Укутайте больное место. Шерсть – уникальный материал, не просто сохраняет тепло, а создает особый микроклимат, эффект сухой сауны. Она позволяет коже дышать, но многократно усиливает согревающий эффект нашей настойки. Укутали? Теперь в постель, под теплое одеяло и отдыхать. Всю ночь умная настойка будет работать, согревать, снимать воспаление, разгонять кровь, кормить измученный сустав. Многие отмечают, что уже после первой ночи просыпаются с ощущением легкости, а боль и скованность уменьшаются вдвое. Полный курс от 3 до 5 дней. Каждый вечер перед сном повторяйте процедуру. Даже если на второй день стало значительно легче, не бросайте, нужно закрепить результат. Проведите хотя бы 3 процедуры, чтобы дать суставу возможность начать полноценное восстановление. А теперь стоп. Прежде чем мчаться в аптеку за ингредиентами и начинать смешивать, обязаны сделать одну вещь. Это не рекомендация, это правило безопасности, которого следует придерживаться всегда, используя любое новое для вас народное средство – проба на аллергию. Нанесите 1 каплю готовой настойки на нежную кожу на сгиб локтя или запястья и подождите 15-20 минут. Если нет сильного покраснения, волдырей, невыносимого зуда, все в порядке. Организм принимает это средство. Если реакция есть, увы, рецепт не для вас. Немедленно смойте настойку водой. И второе важнейшее предупреждение – никогда. Ни при каких обстоятельствах не наносите настойку на поврежденную кожу, царапины, раны, ссадины. Это вызовет сильное раздражение. Только на здоровую, неповрежденную кожу. Вот и все. За этой простотой скрывается вековая мудрость и четкий, как швейцарские часы, механизм действия. Горчица – печка, запускающая кровообращение. Камфора – природный обезболивающий укол, снимающий воспаление. Спирт – скоростной поезд, доставляющий 2 компонента точно в цель. Вместе они создают синергию-эффект, когда 1 плюс 1 равно не 2, а 10. Друзья, я абсолютно уверена, что этот простой, но невероятно мощный рецепт поможет тысячам из вас вернуть легкость движения, ту свободу, которую у вас отняла хроническая боль. Он поможет снова радоваться жизни, не оглядываясь на ноющие суставы. И если это видео было действительно полезным, если вы почувствовали, что получили сегодня что, то ценное, у меня 2 очень простые, но важные просьбы. Во-первых, не держите это знание при себе. Нажмите кнопку «Поделиться» и отправьте это видео родным, друзьям, коллегам, соседям. Просто подумайте, скольким людям вокруг вас, вашей маме, вашему другу, вашей соседке подача этот простой совет может кардинально изменить качество жизни. Болезнь часто делает людей одинокими. Давайте вместе разорвем этот порочный круг и поможем тем, кто страдает молча. Во-вторых, пожалуйста, напишите в комментариях под этим видео, из какого вы города, расскажите свою историю, какие народные методы помогали именно вам. Ваш личный опыт, ваш отзыв не просто комментарии. Это бесценная часть нашей общей копилки знаний, поддержка для тех, кто прямо сейчас ищет решение своей проблемы. Ваши истории вдохновляют и дают надежду. И, конечно, подписывайтесь на канал «Секреты здоровья» от Натальи Ивановой. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые, проверенные временем и практикой рецепты, которые помогают сохранить самое ценное, что у нас есть – наше здоровье. Берегите себя и свои суставы. Будьте здоровы и до новых встреч!